Приветствую вас, друзья! Получил я наконец-то от компании NGC монеты, которые я последний раз отправлял. Здесь 15 монет. Давайте посмотрим, что получилось. Значит, находятся здесь монеты Немецкой империи и Веймарской республики. 5 марок Заксен-Ваймар-Айзенах. Монета посвящена университету города Йена. Монета нечастая. Тираж у нее 40 тысяч экземпляров. Встречается она в таком состоянии нечасто тоже. И получила монета очень неплохой грейд. Получила она МС-64, чему я очень доволен. Монета мне обошлась в 270 евро. Ну, плюс лоббировка 330. То есть себестоимость монеты на данный момент для меня это 300 евро. Но стоит она в таком грейде гораздо выше, конечно. Поэтому и хорошая инвестиция, и хороший экземпляр в коллекцию. В прошлый раз я тоже отправлял такую же монету на грейдинг. Монета получила грейд немножко ниже, МС-63. Но хотя, если вот так вот смотреть, то обе монеты достаточно яркие. И если не вдаваться в детали, то кажется, что в принципе они одинаковые. Я уже рассказывал в своих видео о самых высоких точках рельефа на этих монетах, которые даже при неаккуратном хранении получают износ, и куда смотрят эксперты грейдинговых компаний. Поэтому сейчас не буду вдаваться в детали. Но вот правая монета немножко лучше по состоянию и получила грейд повыше. Еще 5 марок Немецкой империи. Яркая, красивая монета. Монета Саксонии. Альберт Саксонский. Монета юбилейная. Выпущена посмертно. Как вы видите, достаточно чистое поле. Яркий штемпельный блеск. В принципе, механики по монете особо нет. Она очень незначительная. И монета получила грейд МС-64. Чему я, конечно же, рад. Но в прошлый раз я точно такую же монету отправлял на слаббирование. И смотрите, как интересно. Монеты практически одинаковые по качеству. Я бы даже сказал, что левая монета, у которой грейд МС-63, даже имеет более чистое поле немножко, чем монета МС-64. Поэтому, наверное, где-то есть какие-то высокие точки рельефа, которые, может быть, на левой монете более повреждены, более стерты. Я не знаю, я вот для себя не смог обнаружить этого. Может быть, кто-то знает, напишите в комментариях, куда смотреть на этой монете по рельефу, по износу. Потому что, честно говоря, я не понимаю. Я уже ее тщательно осмотрел в лупу и не нашел таких моментов, как, например, на предыдущей монете. Они, обе монеты, с двух сторон очень яркие. В принципе, не видно никаких износов рельефа, и на них очень мало механики. Поэтому для меня, честно говоря, загадка, почему левая монета имеет МС-63. И насколько присутствует субъективность в оценках экспертов грейдинговых компаний. Ну, в общем, вот такой результат. Конечно, МС-64 это хорошо, я доволен, но очень недоволен предыдущим грейдом. Вернее, грейдом предыдущей монеты. Почему там МС-63? Ну, хорошее пополнение в коллекцию. Еще одна монета 5 марок Немецкой империи. Это королевство Баден, 50 лет свадьбе Фридриха Баденского и Луизы Прусской. Как вы видите, монета имеет очень слабый штемпельный блеск. Он есть, конечно, но он такой очень-очень невыраженный. И я очень тщательно изучал поле этой монеты. Оно имеет такую крупнозернистую структуру.
И я после этого пришел к выводу, что просто такое качество штемпеля. Ну и рискнул монету отправить на грейдинг, и она получила МС-64. Монета мне это обошлась в 180 евро. Ну, плюс слабировка. Вот еще точно такая же монета, но уже 2 марки. И посмотрите, насколько здесь яркий штемпельный блеск, насколько монета ярче предыдущей. Но грейд у нее точно такой же, то есть не МС-65. Поэтому, как вы видите, штемпельный блеск – это не самый главный критерий в оценке состояния монеты. Все-таки главный критерий – это отсутствие повреждений и износа. Думаю, монеты обе имеют минимум повреждений, поэтому получили такой высокий грейд. И монета эта мне обошлась в 32 евро, когда я ее покупал. Еще одна монета Королевства Баден. Это уже монета юбилейная, выполнена посмертно. Монета очень интересная, она имеет очень яркое поле. Вот сейчас в жестком свете лампы этого не видно. Сейчас попробую выключить свет. И вот смотрите, какое у нее поле. То есть монета выглядит как proof-like. И продавец, который эту монету продавал, он мне доказывал, что монета в пруфе. Ну вот смотрите, да, можно поверить. Но я в каталоге смотрел, эти монеты в пруфе не были выпущены. И когда я ему этот аргумент привел, показал ему, то он со мной согласился, что монета не в пруфе, и тогда мы смогли договориться о цене. Потому что пока он считал, что это пруф, цена была неподъемная. Но, как вы видите, да, монета действительно очень яркая. Сейчас я свет верну. Вот. В свете лампы, конечно, этого не видно, но вот при дневном свете она просто действительно выглядит как пруф. И купил я эту монету за 80 евро. Монета получила Great MS-64. И я думаю, что если бы у нее на рельефе было чуть поменьше механики, то грейд бы был гораздо выше. Но, к сожалению, только MS-64. Две марки Саксонии посвящены 500-летию университета города Лейпциг. На монете два Фридриха. Фридрих I – основатель университета, и Фридрих Август – последний Фридрих Саксонии. Монета получила МС-64. Это вторая уже такая монета у меня в таком грейде. Купил я эту монету за 90 евро. Еще 5 марок империи. Это Вильгельм II, Пруссия. На сленге коллекционеров мундир без ветки. Монета яркая, красивая. Я предполагал, что монета получит МС-62, но на удивление ей присвоили грейд МС-63, чему я был даже немножко удивлен. Я, в принципе, думал, что будет МС-62, так как на поле достаточно много мешкового сохрана, много механики. Грейд порадовал. Две марки Королевства Бавария. Лвитпольд Баварский, 90 лет со дня рождения. Эти монеты выпущены в 3 номиналах. 2, 3 и 5 марок. И у меня с этими монетами прямо какое-то приключение. Я, сколько их не отдаю на оценку, монеты получают МС-63. Как под копирку. Хотя, на мой взгляд, вот эта монета очень с чистым полем и могла бы получить вполне МС-64. Но грейд
Обошлась эта мне монета в 33 евро. Еще одна такая же монета, только уже 3 марки. И монета тоже, как вы догадались, получила МС-63. Монета тоже ярчайшая, красивейшая, у нее тоже поле очень зеркальное. Если бы был помягче свет лампы, это было бы видно. Но не буду уже переключать свет. Вот. И вот не могу я преодолеть этот рубеж у Луитпольда. Все время МС-63. Монета тоже обошлась в 35 евро. В принципе, это недорогие монеты, достаточно часто встречаются. Но вот никак не могу я получить эту монету, найти монету, которая бы получила высокий грейд. Пока МС-63. Вот это мое огорчение. Это университет Тюбинген. Монета Веймарской республики. На монете изображен основатель университета, граф Эберхард Имбард, то есть Эберхард с бородой. Монета красивая, яркая, с хорошим, красивым, ярким полем. Я рассчитывал, что монета получит от МС-63, но монета получила всего лишь МС-62. Не знаю по какой причине, но я, повторюсь, надеялся на более высокий грейд. При покупке мне монета обошлась 285 евро. Поэтому, конечно, низковатый грейд. И монета почти остается у меня по себестоимости. Вот это был эксперимент. Эту монету я отдал чисто ради эксперимента на грейдинг. Хотел просто понять, что из себя представляют именно вот эти монеты в таком состоянии. У меня этих монет несколько, и я хотел проверить, что она может получить в таком состоянии. Эксперимент меня разочаровал, монета получила МС-62. При таком ярчайшем штемпельном блеске. На монете, конечно, есть механика небольшая, мешковая, но она присутствует. И монета получила всего лишь МС-62. Поэтому эксперимент не удался. Вот эта монета была куплена на одном из аукционов. Куплена была за 180 евро. И, честно говоря, я думал, она получит МС-62 как минимум. На аукционе она была заявлена, у нее состояние как Vorzüglich Stempelglanz. Это что-то среднее между АУ и UNC. И в таком состоянии обычно монеты получают МС-62-МС-64. Но данный экземпляр получил всего лишь МС-61. Думаю, при продаже хотя бы вернуть все затраты на покупку и слабирование монеты. Еще одна монета Веймарской республики. Монета ярчайшая, посвящена пожару в городе Магдебург. Очень яркая монета, я очень большие надежды на нее возлагал. Я думал, будет минимум МС-64. Но монета, к сожалению, получила только МС-63. Возможно, посчитали, что на ней много мешкового сохрана. Там действительно есть забойчики, ударчики монетой об монету между щитом и башнями церквей по полю монеты. Но я думал, все-таки монета может получить МС-64, но, к сожалению, только МС-63. Монета очень нечасто встречается, хотя у нее и большой тираж достаточно, 100 тысяч экземпляров. Но, повторюсь, встречается она редко и в хорошем качестве встречается очень редко.
Все-таки во времена Третьего рейха было очень много монет Веймарской республики изъято с хранения, монеты были переплавлены. Возможно, тираж этой монеты тоже был в большей части уничтожен, не знаю. Нигде нет информации, какие именно монеты были переплавлены, в каких объемах, но есть информация о том, что от всех тиражей, всего общего объема выпущенных монет Веймара осталось буквально всего несколько процентов. Хотя регулярные монеты там выпускались многомиллионными тиражами. Но в каких объемах затронуты были юбилейные монеты, никто не знает. Но вот эти монеты, вот они действительно встречаются очень редко. Поэтому жалко, у меня очень много монет Веймарской республики в МС-64. Есть некоторые в МС-65. И я думал, будет еще один хороший, достойный экземпляр. Но, к сожалению, только МС-63. И последняя монета. Монета... Давайте я, наверное, выключу свет. Будет понятней. Вот такая монета. Монета у нас в состоянии proof. Это рядовая монета. Монета Пруссии. 2 марки. 200 лет королевству Пруссия. Монета выполнена в состоянии proof, как вы видите. И когда я видел фотографию на аукционе, она была примерно вот такая. То есть темное поле, светлый рельеф. И было заявлено, что на монете есть немножко царапин. Ну, так как их не было видно, понять, сколько этих царапин, было невозможно. Сейчас я включу свет, и все станет понятно. И смотрите, что на поле монеты. То есть кто-то ее очень основательно потер тряпочкой. В жестком свете лампы очень хорошо эти царапинки видно. И, соответственно, когда эту монету получил, я понял, что высоких грейдов ожидать не приходится. Но такого грейда, конечно, я не ожидал. Proof 60. Ну, с другой стороны, я бы сказал, что у меня раритетная монета с раритетным грейдом. Думаю, монет в Proof 60 найти, надо еще попробовать найти. Поэтому можно сказать, что я обладаю одной из уникальных монет. Proof 60, я думаю, это редкость. Поэтому, кого интересует, обращайтесь. Монета есть. Ну, вот такие шутки шутками, но монета получила вот такой интересный грейд. Proof 60. Благодарю вас, друзья, за просмотр. Благодарю вас за будущие комментарии, лайки. Надеюсь, вы все обязательно подпишитесь на канал, за что я буду очень признателен. Всем желаю удачи, хороших, качественных монет, мирного неба и до новых встреч.